Привет-привет! Вы на канале Астрология простыми словами. Меня зовут Саша. Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропускать ролики. И сегодня я продолжаю нашу большую такую историю про знаки зодиака. В каждом ролике рассказываю, что же значит тот или иной знак, как с этим жить. Пускаю вам фотографии знаменитостей, представителей этого знака зодиака. На канале уже вышла большая часть знаков. Смотрите, пожалуйста, комментируйте, оставляйте свои лайки, конечно. Ну и сегодня у нас новый знак зодиака. Сегодня поговорим про Скорпиона, один из моих любимых знаков зодиака. Наверное, я так не должна говорить, но чистосердечное признание. Почему? Потому что Скорпион на 99% всегда это очень интересный, глубокий, сильный, часто необычный человек. Скорпионы — это, конечно, люди выносливые, люди сильные, люди мощные, люди принципиальные в чем-то. Более того, что тут следует сказать, для Скорпиона смысл жизни, в общем-то, как раз-таки в проверке себя, в раздвигании таком своих возможностей, в проверке себя на прочность, в понимании, а что я могу еще, а где мой предел, а я могу еще больше, а я могу еще сильнее. В этом смысл жизни Скорпиона. И если человек не исследует себя в этом направлении, не проверяет себя, не выходит из зоны комфорта, то начинается саморазрушение, что тоже очень свойственно для Скорпиона, потому что это знак, который умеет себя же разрушать алкоголем, наркотиками, просто собственными мыслями или каким-то физическим буквально уничтожением, как в виде экстремального спорта, лучше, чем остальные знаки зодиака. Вообще экологичный выброс энергии должен присутствовать в жизни Скорпионов всегда. Как компенсация? Здесь, конечно же, спорт, из Скорпионов прекрасные спортсмены. Ну и, конечно же, секс тоже неотъемлемая часть жизни любого Скорпиона. Еще одним неоспоримым преимуществом Скорпионов является чуйка. Чуйка на деньги, хорошая интуиция на материальные вещи. И часто талант распоряжаться деньгами, причем большими деньгами, правильно ими управлять, правильно инвестировать и получать выгоду. Скорпионы по своей натуре это, конечно, достигаторы. Это люди, которым важно ставить цель, идти к ней, добиваться ее. И еще есть такой интересный момент, вот напишите мне в комментариях, особенно если вы Скорпион, наблюдали ли вы за собой такое. Для Скорпионов очень важны деньги, именно их наличие, то есть чтобы они были, но потом, когда они есть, сами по себе деньги их мало интересуют, то есть им важен процесс зарабатывания, важен процесс достижения определенной суммы, но потом их это уже мало интересует, и, возможно, появляются новые цели. Вообще для Скорпионов в этом ключе важнее гораздо имидж, чем сами непосредственно мешки с деньгами, да, чтобы люди знали, что вот этот человек, он добился этого самого, или он достиг многого. И вообще это особенность Скорпионов, то есть многие люди хотят любви, чтобы их любили, чтобы их как-то чествовали вот так. А Скорпионы хотят, чтобы их знали. Чтобы их знали, независимо от того, чем они занимаются, чтобы знали, на что они способны, чтобы знали, чего они достигли, чтобы знали, как они, допустим, крутые или как они экспертны в той или иной области. То есть здесь мы говорим все про имидж и такой, знаете, авторитет. Тут вообще стоит отметить такой момент, что если в жизни Скорпиона довольно мало кризисов, мало испытаний, мало проверок на прочность,
эти люди начинают себе их искусственно устраивать. Поэтому тут, конечно, следует, наверное, иметь либо такое увлечение, да, либо такую карьеру, такую занятость, чтобы вас постоянно вот держало в состоянии хорошего напряжения, в состоянии такого здорового кризиса. Близкие обычно отмечают, что со скорпионами, конечно же, интересно. Это люди часто интеллектуально развитые, люди веселые, люди интересные, люди глубокие, готовые подорваться в любой момент в какую-то авантюру, влезть, вступить, да, заниматься каким-то спортом интересным. То есть это человек, которому можно условно там позвонить и сказать: а поехали там туда-то, да, на другой конец света практически. И вполне возможно, что человек этот согласится. Вообще скорпионам, конечно, сопутствует часто удача по жизни, но это такая, знаете, удача не из воздуха взятая, а во многом созданная благодаря интуиции скорпионов. Это один из самых тонко чувствующих знаков, знающих, куда пойти, чем заняться, куда вложить деньги. И благодаря такому вот чутью они знают просто, в какую сферу грамотно вложить деньги, чем начать заниматься, чтобы их точно уже ждал успех. Несмотря на такую сконцентрированность на себе, все-таки скорпионы часто очень большие эгоисты, люди, замкнутые на себя, на свои потребности, на свои желания. Несмотря на большую уверенность в себе, на большую силу воли и вообще на большую силу в принципе, скорпионы, как ни странно, часто бывают очень ранимы и чувствительны к неконструктивной критике. То есть для них очень важно, чтобы окружающие оценили по заслугам то, что они сделали. И если как раз эти же окружающие заметят какие-то оплошности, то скорпиона это может очень задеть. Вообще скорпион это, конечно, знак трансформации бесконечной. Именно этим людям просто как воздух необходимы постоянные изменения. Причем сколько не внешние, да, поменять дом, квартиру, друзей или любимого человека, сколько внутренние, работать над собой, забираться прям вот в глубины своего подсознания. Если вы понимаете, что у вас есть какие-то психологические проблемы, непроработанные травмы детства, обиды на кого-то, на что-то, обязательно их нужно прорабатывать, нужно проживать заново. Пусть это будет больно, давая себе заново прожить это, выйти из этого и как бы возродиться, быть новым человеком. Это, кстати, уникальная особенность скорпионов. Люди, которые умеют себя как самоуничтожить, так же себя и вытащить просто с самого дна. Возродиться, как птица Феникс, трансформироваться и продолжить жизнь вновь. Такой истинный скорпион, он, конечно, неубиваемый. Скорпиону вообще покровительствует планета Плутон, очень мощная планета. Я о ней снимала уже видео, обязательно посмотрите, вспомните. Так вот, Плутон здесь дает, конечно, Скорпиону как колоссальную энергию, так и обязательное стремление к трансформациям, мы подытожим, да, сейчас, постоянному развитию, постоянным проверкам себя, власть, это тоже очень хорошо для скорпионов, как правило, эти люди неплохо умеют командовать, управлять людьми. Много риска, много проверок себя должно быть в жизни обязательно каждого скорпиона, иначе начинается такое самоедство, саморазрушение, помните об этом. Вы, как никто другой, лучше всего умеете контролировать свою собственную жизнь, управлять ею, падать, подниматься, идти вперед, возрождаться снова даже из самого-самого, кажется, вообще дна. Вот, а с другой стороны постучали, как говорится. Поэтому, скорпионы, конечно, вы самые сильные, вы самые мощные такие, вы самые трансформирующиеся. Вы птица Феникс. Помните об этом и не злоупотребляйте саморазрушением, поиском ответов в запрещенных препаратах. Ну, вот такой у нас получился сегодня выпуск про скорпионов. Жду обратной связи и до нового видео. Пока-пока.